Вот мое рабочее место. Я начал использовать беговую дорожку по столам где-то 3-4 месяца назад. Не знаю, насколько она полезна для меня, но я уверен, что это полезнее, чем просто сидеть. Я стараюсь держать стол в чистоте, потому что если вам показать мой старый рабочий стол, который я фактически больше не использую, потому что он настолько стал завален, я не знаю, что мне с этим делать. Наверное, надо сжечь это все к черту. Я привык работать по ночам, но у меня есть дети, и дети ходят в школу. Поэтому нам приходится вставать примерно в 7:30, чтобы успеть отвезти их. Эта работа не конкретно с 9 до 5, но выходит примерно так. И вы можете убедиться в этом, посмотрев историю коммитов. Это довольно интересно. Я иногда провожу статистику того, в каких часовых поясах люди находятся, в какое время они работают. И теперь можно определенно сказать, что многие люди всегда доступны в одно и то же время. Так что я такой не единственный с детьми. Дорожка установлена на очень медленную скорость. Я называю ее панель плетущегося зомби. Потому что если установить скорость чуть больше мили в час, то я уже не могу мышкой закрывать окна. У меня открыт только браузер, в котором я читаю почту, и пара терминальных окон, в которых я принимаю pull-реквесты и поправляю те части кода, которые уже были рассинхронизированы. Кроме почты, я также читаю различные технические сайты, а иногда не совсем технические, в зависимости от настроения. Давайте остановим ленту и присядем, чтобы поговорить в тишине. Что касается этой штуки, то я надеялся, что дети заинтересуются ей, потому что если бы у меня в детстве было что-то наподобие этого, я был бы безумно счастлив. Мой старший ребенок использует его для школьных проектов и других вещей, так что он иногда пригождается. Я бы мог сказать, что все это когда-то может пригодиться, но на самом деле это просто хлам. Я просто не слишком гоню за новыми технологиями, поэтому вся техника либо устарела, либо сломана. А я лучше займусь новыми девайсами. Когда я получаю новую технику, а это случается довольно часто, мне не хочется выбрасывать жесткие диски. Я тут сложил небольшую стопку из тех, что накопились в течение последних 15 лет. Я думаю, надо стереть все с них или разбить молотком, а потом выбросить. Просто мне лень. Обычно вид здесь такой, потому что я не хочу, чтобы солнце светило мне и мешало. Но в это время года оно не сильно отвлекает. Но через пару месяцев я все здесь наглухо закрою, потому что я не хочу видеть внешний мир. А здесь вы видите снаряжение для подводного плавания. Вот две камеры. Это пара подводных ласт, а в углу мой регулятор. Почему-то люди продолжают присылать мне пингвинов. У нас их гораздо больше, чем здесь, но мы просто решили отдавать одинаковых, поэтому здесь представлены все разные.